Маринованные шампиньоны очень нежные и пикантные. Все очень просто и быстро. 500 грамм шампиньонов моем и отрезаем нижнюю часть ножки. Грибы кладем в кастрюлю. Заливаем холодной водой, чтобы грибы были полностью покрыты жидкостью. Добавляем 1 чайную ложку 9% уксуса. Ставим на огонь и доводим до кипения. Пока грибы варятся, подготовим овощи и зелень. Мелко нарезаем 1 небольшой репчатый лук, несколько перышков зеленого лука, небольшой пучок укропа и половину болгарского перца. Перекладываем все в миску. Выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока и перемешиваем. Грибы закипели, снимаем пену, убавляем огонь и варим 10 минут. Затем сливаем воду. К овощам и зелени добавляем грибы, пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки соли, смесь перцев по вкусу, 1 чайную ложку 9% уксуса и хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой или пленкой и ставим в холодильник мариноваться на 2 часа. Перед подачей заправляем подсолнечным маслом 2 столовые ложки. Шампиньоны получаются просто бесподобные, очень нежные и пикантные, а готовятся легко и просто. Куриные ножки в сливочном соусе. Куриные ножки 6 штук я уже предварительно помыла и обсушила бумажным полотенцем. Теперь солим, перчим по вкусу и оставляем минут на 10-15. Затем выкладываем куриные ножки на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжариваем до появления золотистой корочки. Как только корочка появилась, снимаем с огня и перекладываем на тарелку. – 300 грамм шампиньонов нарезаем крупными кусочками. Кладем на сковороду, в которой обжаривались куриные ножки, и жарим минуты 2. 2 зубчика чеснока мелко режем и добавляем к грибам. Перемешиваем. Вливаем 100 мл белого сухого вина, 300 мл куриного бульона и 1 чайную ложку горчицы. Перемешиваем, доводим до кипения. Затем вливаем 150 мл 20% сливок. И варим соус минут 10-15, чтобы он слегка загустел. Соус немного загустел, теперь солим и перчим по вкусу. Варим еще минуты 2 и снимаем с огня. Форму, в которой будем запекать, смазываем подсолнечным маслом. Переливаем соус в форму. Сверху аккуратно выкладываем ножки красивой стороной вверх. Посыпаем укропом и ставим запекать в разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут.
Вынимаем из духовки, проверяем на готовность, ножом прокалываем самую толстую часть ножки. Если сок прозрачный, курица готова. Куриные ножки получаются очень вкусные, нежные и ароматные. Также можно использовать любую другую часть курицы. Замечательно подойдет для семейного ужина. Попробуйте приготовить. Готовим очень вкусную закуску – маринованную селедку с овощами. 2 репчатых лука нарезаем тонкими полукольцами. Кладем в миску. Помидоры черри 10 штук разрезаем пополам. К луку добавляем помидоры, маслины без косточек 200 граммов, 1 крупную малосольную селедку разделываем на филе и нарезаем небольшими кусочками. Добавляем к овощам. Для маринада в емкость кладем 1 столовую ложку кетчупа, у меня к шашлыку, 1 столовую ложку сахара. Вливаем 40 мл подсолнечного масла, черный перец по вкусу, 1 столовую ложку 9% уксуса и хорошо перемешиваем, чтобы маринад стал однородным. Маринадом заливаем селедку с овощами, перемешиваем и ставим в холодильник мариноваться на 4-5 часов. Селедка и овощи пропитываются соками овощей и маринадом. Это очень вкусно и готовится просто. Такая закуска замечательно подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день с картошкой и черным хлебом. Это просто объедение. Попробуйте приготовить. Готовим необычные бутерброды со шпротами. Сначала приготовим намазку. 2 плавленых сырка натираем на мелкой терке. Добавляем несколько штук мелко нарезанного зеленого лука. 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза и перемешиваем. Масса должна получиться средней консистенции, не жидкая и не слишком густая. 2 маринованных огурца нарезаем при помощи овощечистки длинными полосками. Помидор нарезаем полукольцами. Ломтик батона намазываем сырной массой. Сверху кладем по краям шпроты. А в середину помидор и огурец. Украшаем петрушкой и подаем. Бутерброды со шпротами получились очень вкусные и сытные. Готовятся легко и просто. На праздничном столе такие бутерброды не останутся без внимания. Вкусный и нежный печеночный рулет. Куриную печень 1 килограмм я заранее подготовила. Я ее почистила от жира, удалила кровяные сгустки и хорошо помыла. Затем положила в кипящую воду и варила с момента закипания 15 минут на среднем огне. Главное не переварить, чтобы печенка не стала жесткой, и остудить. 2 луковицы нарезаем произвольно. 2 моркови натираем на крупной терке. Лук кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом. Добавляем морковь и жарим до мягкости. Затем снимаем с огня и даем остыть. Остывшую печенку, лук с морковью и 150 граммов сливочного масла комнатной температуры измельчаем при помощи блендера.
У меня не получается измельчить за один раз, поэтому я буду делить на 2 раза. Печеночную массу перекладываем в миску. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем. Берем пленку, плотную фольгу или пергамент и выкладываем печеночную массу. Равномерно распределяем, формируем прямоугольник. Сверху, отступая от края 1,5 см, выкладываем 200 граммов пастообразного сливочного плавленого сыра. С таким сыром мне печеночный рулет нравится больше, чем с маслом. Он получается очень нежный и не такой жирный. Теперь с помощью пленки сворачиваем в рулет. Заворачиваем рулет в пленку и ставим в холодильник на 3-4 часа. У меня печеночный рулет стоял в холодильнике всего час, поэтому еще не очень хорошо держит форму. А если рулет постоит в холодильнике 3 часа, он очень хорошо режется и держит форму. Получается очень вкусная и сытная закуска. У нас в семье такой рулет очень любят с кусочком батона. Это невероятная вкуснятина. Попробуйте приготовить. Надеюсь, вам тоже понравится. Нежный, воздушный и очень вкусный салат «Лебединый пух». Лук нарезаем четвертькольцами. Кладем в небольшую емкость. Добавляем 1 чайную ложку сахара, пол чайной ложки соли, 1 столовую ложку 9% уксуса, 100 мл холодной воды. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 минут. На блюдо выкладываем слоями. На крупной терке натираем 2 вареных картофеля. Распределяем. Слегка солим и делаем сеточку из майонеза. Затем маринованный лук, предварительно слив маринад. Два куриных бедра я заранее отварила в подсоленной воде с добавлением лаврового листа, черного и душистого перца горошка, остудила в бульоне и разобрала на волокна. Выкладываем следующим слоем. Сеточка из майонеза. Затем натираем на крупной терке 3 вареных яйца. Майонез. 2 плавленых сырка также натираем на крупной терке. Я их предварительно положила в морозилку на 30 минут, чтобы легче натирались. Распределяем. Немного майонеза. Тонко шинкуем пекинскую капусту. И посыпаем сверху салат. Ставим салат на 1 час в холодильник пропитаться и подаем. Салат получается очень вкусный, воздушный и мягкий, как пух. Украсит любой праздничный стол. Моим гостям очень понравился. Попробуйте приготовить. Рулет из лаваша с крабовыми палочками. Яйца отварить вкрутую и натереть на крупной терке. Крабовые палочки разморозить и развернуть. Огурцы нарезать при помощи овощечистки
тонкими полосочками. Лист лаваша смажем тонким слоем майонеза. Начиная с длинного края, кладем начинку. Листья салата порвать на небольшие листики и формируем длинную плотную полоску шириной 8-10 см. Затем кладем яйца. Крабовые палочки кладем нахлест. Сверху одного слоя кладем второй слой крабовых палочек. Затем огурцы свежие. Сворачиваем в плотный рулет, начиная с листьев салата. Рулет заворачиваем в пленку и кладем в холодильник на 1-2 часа. Достаем рулет из холодильника, снимаем пленку и нарезаем на кусочки толщиной 4 см. Такой рулет я готовлю очень часто, потому что он получается очень вкусный и сытный. Прекрасно подойдет как для перекуса, пикника, так и украсит любой праздничный стол. Попробуйте приготовить. Салат Аленка. 300 грамм шампиньонов нарезаем небольшими кусочками. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и жарим до испарения жидкости. Мелко нарезаем 1 репчатый лук и добавляем к грибам. Жарим пару минут до готовности лука. Затем снимаем с огня и даем остыть. Небольшими кубиками нарезаем 120 грамм крабовых палочек, 3 вареных яйца и 1 свежий огурец. В салатник кладем яйца, крабовые палочки, огурец, остывшие грибы с луком, солим по вкусу. Заправляем майонезом примерно 2-3 столовые ложки и перемешиваем. Салат получается сочный, ароматный и очень вкусный. Готовится за считанные минуты и из простых продуктов. Попробуйте приготовить. Торт зебра без выпечки. В чашу блендера кладем 250 граммов песочного шоколадного печенья и измельчаем в крошку. Крошку пересыпаем в миску, добавляем 100 граммов растопленного сливочного масла и хорошо перемешиваем. Должна получиться вот такая мокрая крошка. Если печенье у вас более сухое и крошка получается не мокрая, то добавьте 1-2 столовые ложки молока. Торт буду формировать в разъемной форме, диаметр 22 см. Бока формы я выстелила полоской, вырезанной из рукава для запекания. Кольцо от формы кладем на блюдо и выкладываем крошку из печенья и масла. Распределяем и хорошо утрамбовываем ложкой или стаканом. И на некоторое время убираем в холодильник. – 25 граммов желатина, заливаем 100 мл молока, перемешиваем и оставляем набухать.
В миску кладем 400 граммов сметаны, у меня сметана 20% жирности. Добавляем одну банку 380 граммов сгущенного молока и перемешиваем венчиком. Сметана и сгущенка должны быть комнатной температуры. 300 мл сливок 33% жирности взбиваем сначала на маленьких оборотах, а затем увеличиваем скорость. Сливки получаются пышные и воздушные. Набухший желатин растапливаем в микроволновке или на водяной бане. Я растапливаю в микроволновке в 2 захода по 15 секунд. Желатин ни в коем случае нельзя перегреть, иначе он потеряет свои свойства. Желатин добавляем в сметану со сгущенкой и хорошо перемешиваем. Сливки частями добавляем в основную массу и перемешиваем. Делим массу на 2 части. В одну часть просеиваем 30 граммов какао-порошка. Перемешиваем. В другую часть добавляем 10 граммов ванильного сахара. И также хорошо перемешиваем. Из-за желатина шоколадная и ванильная массы быстро начинают густеть, а нам нужно, чтобы желейные массы были жидкими. Поэтому их нужно слегка подогреть. Я это делаю на водяной бане. Одновременно ставлю на плиту 2 кастрюли с водой. Нагреваю воду, сверху ставлю миски с шоколадной и ванильной массой и слегка подогреваю. Как только масса станет жидкой, сразу снимаю. Достаем форму из холодильника и поочередно в середину торта наливаем 4 столовые ложки шоколадной массы, затем 4 столовые ложки ванильной массы и продолжаем чередовать, пока не закончатся обе массы. Чтобы верх торта получился красивым, шпажкой проводим линии от центра к краю или наоборот, от края к центру, каждый раз вытирая шпажку. И ставим в холодильник для застывания на 3-4 часа. Достаем из холодильника, снимаем кольцо от формы, убираем пленку. И сейчас я покажу, как торт выглядит в разрезе. Вот такая получается красота. А какой он вкусный! Торт очень нежный, со сливочным вкусом. Он просто тает во рту. Попробуйте приготовить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями рецептом в соцсетях, пишите комментарии, смотрите другие наши видео.